Эй, друзья, слышали про Сахару, да? Не просто песок, а настоящий клад для исследователей. Эта пустыня с древних времен поглощала целые армии, словно они были песчинками. Но вот что удивительно. Последние находки под ее барханами заставили ученых сидеть с открытыми ртами. Так что же они откопали, что заставило весь научный мир ахнуть? В этом ролике вы узнаете, какие сокровища и секреты таит в себе этот песчаный гигант, которые могут перевернуть наше понимание истории и природы. Погнали разбираться, что там на самом деле. В 1965 году с борта космического корабля Gemini-4 астронавтами был замечен удивительный объект, представлявший собой кольцевую структуру диаметром около 31 мили. Возраст этой структуры ученые оценили в миллиарды лет, но природа ее происхождения до сих пор остается неизвестной. Этот объект назвали «Глаз пустыни», и существует несколько гипотез относительно его возникновения. Считается, что кольцо могло сформироваться из-за падения древнего метеорита, однако доказательств этой теории недостаточно. В горных породах не нашли следов удара, а кратер от метеорита так и не смогли найти. По некоторым предположениям, образование структуры могло произойти вследствие вулканической активности, однако форма объекта не соответствует стандартным характеристикам вулканических структур, что вызывает сомнения. Ученые предполагают, что появление кольцевой структуры вызвано процессом эрозии почвы. Они считают, что на Земле подобные образования могли возникать в результате длительного разрушения поверхности Земли. Тем не менее, происхождение объекта остается неразъясненным. Кольцо, найденное в пустыне Сахара, продолжает привлекать внимание исследователей. Окончательная разгадка тайны пока не состоялась. Благодаря развитию технологий спутников наблюдения, исследователи смогли увидеть скрытые аспекты природы, недоступные человеку. В 2010 году они выявили более 100 древних укреплений, возведенных народом гарамантов в Ливии в период со II века до нашей эры до VII века нашей эры. Этот регион был детально изучен во время разведки территорий для добычи нефти, и археологи смогли проанализировать спутниковые снимки, выявляя характерные черты построек. Экспедиции, направленные на изучение этих объектов, пришлось прервать из-за политической нестабильности в Ливии, вызванной свержением режима Муаммара Каддафи. Тем не менее, исследования подтвердили, что сооружения действительно были сооружениями гарамантов. Во времена их процветания этот район подвергся сильной засухе, и они создали систему подземных каналов, питавшей воду в старые водохранилища. Когда источники пересохли, поля покрылись песком, и Сахара похоронила под землей руины городов и крепостей. Палеонтолог Пол Сорино впервые упомянул о культуре гигантов высотой 6,5 футов, найдя соответствующие окаменевшие останки в районе Гобера. Около 10 тысяч лет назад Сахара была наполнена водой и жизнью, и люди, известные как кефийцы, были привлеченными к большому озеру, где всегда можно было найти пищу. Кефийская культура, судя по реконструкциям, характеризовалась развитыми мышцами и высоким ростом. Эта культура исчезла около 8 тысяч лет назад, когда Африка переживала очередную засуху. Между 4 и 6 тысячелетиями до нашей эры в регионе Напта, как представляется, существовала другая цивилизация, которая могла ориентироваться по звездам. Местные племена сумели установить связь между перемещением звезд и организовать хозяйственную деятельность. Археологи обнаружили мегалитическую конструкцию, построенную около 1000 лет раньше знаменитого Стоунхеджа, которая, по мнению экспертов, отображает созвездие Орион. Одна из загадок, которые до сих пор привлекают ученых, это уникальная стекловидная порода желтого-зеленого оттенка, известная как ливийское стекло, встречающееся в разных частях Сахары. Оно поражает своей полупрозрачностью и необычной структурой, которая встречается в самых неожиданных местах пустыни, включая барханты, состоящие из твердой песчанистой массы, смешанной с полупрозрачными элементами. Также эта порода была обнаружена в погребениях, например, в могиле Тутанхамуна, где она использовалась для создания украшений, таких как нагрудник фараона, украшенный драгоценными камнями, в центре которого находился вырезанный из ливийского стекла жук-скоробей. Происхождение ливийского стекла до сих пор остается загадочным. Существуют две основные гипотезы. Согласно первой из гипотез, ливийское стекло возникло в результате столкновения метеорита с Землей. Однако эта теория не подтверждена научно, поскольку отсутствуют доказательства того, что найденные образцы являются результатом удара метеорита. Вторая гипотеза предполагает, что ливийское стекло образовалось в результате ударов молний. Эта версия более правдоподобна, учитывая, что поверхность Сахары подвергается постоянным электрическим разрядам, возникающим из-за огромной площади пустыни и сильных температурных колебаний.
Исследования ученых показали, что на территории Сахары когда-то проходили реки. Одним из доказательств этого является русло древней реки в Мавритании, которое можно увидеть с помощью спутников. Русло реки Таманрассет длиной более 310 миль, когда-то несущей воды в Атлантический океан, можно легко заметить с космических снимков. Предполагается, что река высохла около 5000 лет назад, и сейчас на ее месте остались лишь тонкие контуры. Земля всегда подвергалась атакам из космоса, причем большинство из них безопасно исчезали в атмосфере, оставляя лишь следы в виде светлых полосок на ночном небе. Лишь несколько из них достигали Земли и наносили серьезный ущерб. Примером является кратер Камил в юго-западном Египте, ширина которого достигает 148 футов. Этот кратер был создан около 5000 лет назад, когда произошел мощный удар железного метеорита. Вокруг кратера Камил были обнаружены разбросанные по песку фрагменты самого метеорита, разбитого страшным ударом о Землю. Подобие этому находят и в других местах, особенно в пустырях Сахары, где сохранились следы прошлых столкновений с метеоритами. Давно не только реки текли через территорию современной Сахары, но и огромный океан простирался там. Это подтверждается находками ученых, обнаруживших окаменелости древних китов в песках пустыни. Кроме того, поблизости от этих останков были найдены зубы больших акул, а также фрагменты скелетов гигантских черепах и крокодилов, что дополнительно свидетельствует о существовании древнего океана на месте нынешней Сахары. Кони — единственные водные артерии, скрытые под бескрайними песками Сахары. На протяжении многих тысячелетий территория, некогда бывшая частью огромного океана, превратилась в одно из наиболее засушливых мест планеты. В египетском Вади Аль-Хитан сохранились следы древнего океана Тетис. Этот район, известный как Долина китов, считается одним из лучших мест для поиска ископаемых остатков китообразных. Около 37 миллионов лет назад предки современных китов погибли в морях, и их тела постепенно покрылись толстыми слоями осадков. С течением времени земная кора поднялась, превратив их бывшее подводное жилище в сушу. Сегодня палеонтологи исследуют окаменевшие скелеты длиной до 49 футов, а также останки других морских обитателей, живших вместе с китами. Вблизи костей китов были обнаружены зубы гигантских акул. Моря с давних времен были домом для загадочных и опасных существ. Одно из них – махимозавр Рекс, крокодил длиной 29 футов, живший около 120 миллионов лет назад на территории современной пустыни Сахара. Это самый крупный из известных науке морских крокодилов. Махимозавр обитал в обширной лагуне, которая простиралась до океана Тетис. В этих водах он охотился на морских черепах и рыбу, а также мог питаться трупами более крупных существ. Кажется парадоксальным, что в Сахаре было найдено столько останков морской жизни. Но на самом деле пустыня крайне негостеприимна к живым существам, но при этом она предоставляет идеальные условия для сохранения ископаемых останков. Ученые часто совершают удивительные открытия прямо под ногами, исследуя эту негостеприимную местность. Продолжение темы удивительных морских открытий, сделанных в пустынной местности, нельзя обойти стороной спинозавра, самого крупного хищного динозавра, когда-либо найденного учеными. Обитавший около 95 миллионов лет назад, спинозавр достигал высоты порядка 23 футов и длины 52 футов, что значительно превышало размеры знаменитого тираннозавра Рекса. Внешность спинозавра кардинально отличалась от облика его более известных собратьев. На спине у этого гиганта возвышался внушительный парус из костей, а его анатомические особенности долгое время вызывали недоумение среди исследователей. Сегодня спинозавр признан единственным известным науке полуводным динозавром. Хотя первоначальные останки этого существа были утрачены во время Второй мировой войны, лишь в 2014 году в Марокко удалось обнаружить новые образцы окаменелостей, позволившие исследователям детально изучить этот вид. Одним из доказательств частичной водной жизни спинозавра являются его длинные плоские лапы, идеально подходящие для плавания, а также расположение ноздрей высоко на морде позволяло ему дышать, оставаясь почти полностью погруженным в воду. Возможно, появление этого огромного паруса над поверхностью воды приводило в трепет обитателей древних водоемов точно так же, как сегодня нас пугает вид акульего плавника.
28 июня 1942 года сержант Деннис Коппинг пилотировал поврежденный самолет Kitty Hawk P-40, направляясь на британскую базу в пустыне для проведения ремонтных работ. Однако где-то посреди маршрута он бесследно исчез. Лишь спустя 7 десятилетий, в 2012 году, обломки самолета были случайно обнаружены нефтяником. Несмотря на долгие годы пребывания в суровых условиях пустыни, самолет оказался относительно целым, и его перевезли в музей Эль-Аламейна для реставрации. Тем не менее, никаких следов самого сержанта Денниса Коппинга найдено не было. Его таинственное исчезновение остается одной из неразгаданных тайн Сахары. В 1953 году английские геологи, проводя поиски нефти под толщей песка, на глубине около 1640 футов обнаружили огромный резервуар подземных вод, который формировался на протяжении тысяч лет. Запасы этой воды могли бы обеспечить питьевой водой примерно половину населения целого континента, страдающего от ее нехватки. Эту природную сокровищницу назвали Нубийским водоносным горизонтом. Уже с 1970-х годов начали активно использовать эти подземные воды для снабжения питьевой водой населенных пунктов Ливии, испытывающих острую нехватку водных ресурсов. Муаммар Каддафи в 1983 году инициировал масштабный инженерно-строительный проект, который впоследствии стали называть «Восьмым чудом света». Он вложил $33 миллиарда в создание сложной системы трубопроводов и акведуков, состоящей из более чем 1300 глубоких скважин, каждая из которых достигает глубины свыше 1500 футов. Эта система получила название Великой рукотворной реки. С 1996 года она ежедневно поставляла 229 миллионов кубических футов питьевой воды в населенные пункты пустынных регионов и прибрежных зон Ливии. Благодаря этому проекту в пустыне возникли сельскохозяйственные угодья. Началось развитие земледелия. Однако гражданская война 2011 года привела к разрушениям трубопроводной сети, что существенно осложнило доступ к водным ресурсам. Пустыня Сахара, название которой переводится как «земля, где преобладает песок», на самом деле состоит из различных природных компонентов, таких как каменистые плиты, горы, равнины с солончаками и местами, где растут растения. Примерно 75% территории составляют песчаные пласты, а оставшиеся 25% представляют собой смесь камней, скал и долгий участков, покрытых растениями и болотами. Исторически эта область представляла собой зеленую зону, покрытую богатой растительностью и плодородными почвами. Древние реки, которые прорезали территорию, поддерживали экосистемную стабильность, обеспечивая увлажнение и питание для разнообразных видов животных. С течением времени эта земля подверглась изменениям климата, в частности из-за колебаний Мезока, которые привели к изменению углов наклона земной оси и резкому снижению температуры в северных широтах. Этот сдвиг вызвал значительное уменьшение осадков, высыхание рек и превращение территории в пустынную. Засухи, охватившие Сахару, уничтожили прежние влажные зоны, оставив после себя лишь сухой песок и камни. Сейчас пустыня страдает от постоянного ветра, который способствует образованию барханных формирований, а также разрушительных процессов, таких как разрушение горных пород и формирование песчаных покрытий. Ветряные потоки и последующий рост растений приводят к постепенному формированию новых ландшафтов, однако они вряд ли смогут восстановить прежнюю плодородную землю, особенно в условиях постоянной нехватки влаги и высоких температурных колебаний. Но не только реки и озера исчезли под песками Сахары. То, что когда-то было океаном Вади-Аль-Хитан, стало одним из самых сухих мест на Земле, похоронившим под своими песками скелеты китов. Множество загадок и тайн, которые человечество отчаянно пытается разгадать, скрыто в этих песках. Затерянные цивилизации, древние артефакты и таинственные руины тысяч лет назад были скрыты от глаз под зыбкими песками Сахары. Среди песков прячутся месторождения нефти, газа, различных руд, урана и золота. Все это делает пустыню местом, полным удивительных открытий и неожиданных находок. Кто знает, сколько еще неизведанного спрятано под ее песками, и найдутся ли в будущем ответы на все эти вопросы. А вот в моем предложении, друзья, нет ничего таинственного. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.